Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я хотел бы поговорить с вами о плюсах и минусах камер Sony. Я их немалое количество использовал самых разных, и кроп-зеркалок еще с CCD-матрицами из нулевых, и полнокадровых зеркалок, и SLT всяческих на байонете Minolta A. Ну и, конечно же, все актуальные и APS-C, и Full Frame модели на байонете Sony E я также своими ручонками хоть немножечко, но теребил. И даже компактами я не брезговал, и мне в принципе нравится их серия RX100. У меня есть обзор на канале на даже элитный, но довольно бесполезный RX1. Единственное, что, наверное, из камер с дюймовой матрицей я не трогал, это их модели такие, суперзумы RX10. Ну, я не думаю, что я как-то сильно много чего потерял. Мне просто суперзумы не очень интересны. В общем, я более чем осведомлен о камерах Sony, по крайней мере, последних 20 лет. Ну, конечно же, сегодня пойдет речь в основном о моделях, которые гораздо ближе к нам по времени, то есть, последних примерно 10 лет, наверное, моделях мы сегодня поговорим. У Sony, в принципе, от модели к модели прослеживаются кое-какие фамильные черты, как негативные, так и положительные, и, в принципе, по тому, как Sony движется вперед, можно проследить их некоторую эволюцию. Ролик, конечно, будет сегодня несколько таким общим, обобщенным, я бы даже сказал, но мы все же, наверное, сможем, разобраться, как происходило некоторое развитие от модели к модели и как исправлялись разные ошибки, разные косяки, которые, не мудрено допустить, если ты все-таки являешься в чем-то первопроходцем. А Sony за последние как раз-таки 10 лет очень часто становились действительно пионерами и солидно так встряхивали фоторыночек и двигали фотографическую эту всю индустрию вперед. Так, например, в 2012 аж году они сделали первый полнокадровый компактный фотоаппарат с фиксированным объективом. Это был как раз RX1, про который я говорил. У меня обзор на RX1R. Это, в общем-то, та же самая камера, там просто антиалязинг фильтр с матрицы убрали, сглаживающий, поэтому там просто R это как бы resolution, мол, типа она резче. Она действительно очень резкая, единственное, что они не подумали, как там бороться с муаром. Мне лично камера эта, конечно же, не понравилась, я ее покупал в свое время за свои деньги и, в общем-то, мог говорить про нее все, что угодно, но то, что она мне не нравится, никак не обесценивает ее некоторой исторической значимости, потому что только лишь через 3 года, например, Leica выпустила свою Leica Q. А в 2013 году они сделали, опять же, первыми свою полнокадровую беззеркальную систему. На самую первую Альфа-7 у меня был недавно достаточно обстоятельный обзор на канале. Если еще не видели, можете его глянуть. Sony также первыми сделали нормальный полнокадровый слоеный сенсор в модели A9, который, по сути, можно сказать, что практически почти что побеждал Rolling Shutter, потому что очень сильно ускорял скорость считывания с матрицы. А буквально на днях они вообще выпустили A9 Mark III, у которой впервые, опять же, в мире появилась полнокадровая матрица с глобальным затвором. То есть вся инфа теперь с матрицы считывается не построчно, а сразу же единомоментно со всей матрицы отлетает к процессору, что решает сразу же очень множество проблем, но при этом создает, видимо, новые, потому что, по крайней мере, из того, что я видел, из роликов с примерами, качество картинки там похоже, что все-таки просело, на высоких ISO шума очень многовато, прилично, и динамический диапазон, скорее всего, ужался, это такая особенность технологии. Надо все-таки будет посмотреть уже полноценные обзоры, когда они появятся, чтобы разобраться, потому что сейчас это еще предпродакшн, может быть, там что-то еще на программном уровне смогут исправить. Также у них еще множество всяких разных уникальных, удивительных разработок в области светочувствительных сенсоров, наподобие Starvis 2, но в такие глубины мы сегодня в рамках этого ролика, конечно же, не полезем, ограничимся все-таки, немножко таким поверхностным пробеганием плюсов и минусов. И, конечно же, сделаем это последовательно и со всяческими пояснениями для тех, кто, может быть, что-то там не понимает. И всегда первое, на что я обращаю внимание, это то, как камера, в общем-то, сделана, где у нее какие кнопки находятся и как она у тебя лежит в руке. Так у всех практически, кроме самых последних топовых моделей, у камер крупнутых на Sony E байонете, там очень
неудобный хват. Он и маленький, и какой-то куцый, и у него какая-то форма непонятная, он широкий, приплюснутый. И, в общем, создается ощущение, что человек, который такой хват придумывал, он не имеет никакого малейшего даже представления о человеческой анатомии, по крайней мере, об анатомии людских лап. Но в этом плане, конечно, дела обстоят получше у полнокадровых моделей, там все-таки хват какой-никакой присутствует, он более-менее даже похож на такой, какой был у нас там у каких-нибудь зеркалок, но камеры сами по себе слишком маленькие зачастую, и для меня, как для человека с обычными совершенно среднестатистическими руками, они не гигантские у меня, не малюсенькие, а обычные, средние руки. Мне крайне неудобно, на самом деле, пользоваться большинством моделей полнокадровых. Ну, кроме последних самых моделей, все предыдущие до A7 Mark IV, пожалуй, мне держать было некомфортно, очень неуютно провисает мизинчик, и я, например, когда использовал A7 Mark III, там мне приходилось постоянно накручивать ручку дополнительную, не батарейную, а вот именно такую увеличивающую гриб как бы просто. Да, на A7 Mark IV, там A7 R5 уже хорошая ручка, я не говорю уже даже про A9, там понятно, что ручка вообще отличная, но все-таки и сейчас у них выходят камеры с довольно странными решениями в этой области. Например, A7C Mark II вот сейчас вышла, я думал, может быть, там ручку как-то поправят, потому что A7C у меня в руке просто не лежала. Но нет, на самом деле там такая же примерно, как у кропов, плоская, непонятная, маленькая ручка, которая не оставляет места для пальцев, если ты нацепляешь какой-то объектив более-менее крупный, потому что все-таки это полный кадр, и объективы там шире, они от маленького байонета расширяются, как правило, и пальцем там просто деваться некуда. Ну, еще о тактильных ощущениях, но это уже скорее о звуковых, это то, что у практически всех моделей Sony до A7 Mark IV, а это довольно долгое время, получается, очень сильно гремели ушки, к которым крепится ремешок. И казалось бы, вроде бы это какая-то мелочь, но ёб твою мать, как же эти ушки шебуршат, потому что я не использую нашейных ремней каких-то, он у меня никогда не натянут. Если эти ушки не снять с камеры и не нацепить какой-то другой, да, тип ремешка или крепежа, то они просто ужасно, шуршат, гремят. И, ну, просто ты находишься в каком-то состоянии, не знаю, там, нервного срыва практически на грани. Я, конечно, гиперболизирую, я не схожу с ума там от того, что ушки шуршат, но они прям реально раздражали. И многие люди, как и я, они не рады такому, поэтому находили какие-то свои решения. Кто-то, например, наклеивал тоненькие кусочки резины на корпус камеры, чтобы эти ушки не бились, собственно. Кто-то надевал кожаные крепления какие-то на них, чтобы, опять же, да, они не шуршали. В общем, люди по-разному пытались избежать этого. Но, наконец, вот в модели Sony A7 Mark IV инженеры Sony смогли решить невероятно сложную задачу, сделать так, чтобы эти ушки не шуршали. Теперь они не гремят, и это огромный кайф и удовольствие. Ладно, с хватом мы разобрались. В общем-то, да, худо-бедно и старые камеры с дополнительными какими-то хватами можно держать, и современные камеры отлично в руке лежат. Но что там по материалам изготовления? И здесь, наверное, можно вспомнить Олегаса, который постоянно говорит, что Соньки очень сильно пластиковые. На самом деле это далеко не так. Там отличные, как правило, корпусы у камеры, они сделаны из магниевого сплава, и резинки там особо нигде не отваливаются, не отклеиваются, ну, по крайней мере, у всех Sony, которые я юзал, нигде никогда резинки не отваливаются, ну, кроме там древних из нулевых, у которых был пластиковый корпус, там просто клей уже рассохся со временем, просто отошли резинки, блядь. В общем, внешне ко всем современным камерам Sony по качеству исполнения у меня вопросов, ну, практически никаких нет. Единственное, что экраны у них еще сильно царапаются, просто там раньше, по крайней мере, экраны царапались просто от взгляда, я не знаю, там от воздуха. Можно было рядом пукнуть, и у тебя, не знаю, там появлялись царапины на экране. Вот примерно на таком уровне. Сейчас стали экраны чуть получше, но все равно без защитного стекла соневские камеры лучше не использовать. Ну, у них также имеется и заявленная некая влагозащита. Ну, я про семерки, как минимум, да, говорю, у Sony. У всех у них написано на сайте, что влагозащита там есть. Но степень этой влагозащиты нигде никогда не указана. И если ты вдруг как-то жишкой повредил свою камеру, где-то там ее намочил случайно, да, там под дождик попал, всем похер, это не гарантийный случай, и ты идешь
в жопу, потому что ты лох. И там действительно очень сомнительная влагозащита, особенно у среднего, да, сегмента, обычной альфа семерки. Я там про RS модели не могу так сказать, потому что я их там под дождем не гонял, тестов не видел лично, но именно вот обычную семерку, третью, я видел, как тестировали, ну, я, собственно, ею владел, я прекрасно понимаю лучше, что с ней бережно обращаться. Люди поливали там обычной, да, лейкой из душа, несколько камер, там, условно, Olympus, Pentax, там, какой-нибудь Соньку и Canon, и в принципе, более-менее все нормально там справлялись, особенно Olympus и Pentax, они-то вообще практически бессмертные. Там, в принципе, и рейтинг защиты кое-где указан нормально, то есть ты можешь быть уверен в ней. А вот у Sony постоянно попадала влага в батарейный отсек, при том, что она не снизу лилась и не под большим давлением, а просто из лайтовенькой леечки. В общем, сами понимаете, степень влагозащиты там примерно никакущая, а влага в батарейном отсеке это означает практически погибель камеры. Так что с камерами Sony под дождик можно ходить только на свой страх и риск. Также у камер Sony довольно серьезная проблема с грохочущими механическими затворами. Понятное дело, что у глобального затвора на самый последний, там, A9 Mark III, такой проблемы нет, там и нет физического затвора, да и на A1 ты можешь, в общем-то, снимать только с электронным затвором и не париться. Но у всех остальных камер, у Соньки, очень сильно громко ебашит затвор. Он настолько сильно херачит, что у тех моделей, у которых еще не было матричного стабилизатора и у которых был самый ранний такой прям сильно грохочущий затвор, даже бывали микросмазы из-за этого. И ладно бы дело было только в каком-то громком, каком-то неприятном шумном срабатывании, это еще половина беды. На самом деле и жизнь затворов у Sony это такая немножечко рулетка какая-то своего рода. Ну, к примеру, вот у одного моего кореша была модель A7 Mark II, которая совершенно спокойно у него прожила более 500 тысяч срабатываний, и он ее еще и продал потом кому-то там за бесценок. А у другого товарища, который вот недавно купил себе A7 Mark IV, у него на 60 тысяч кадров уже затвор крякнул. Ёбаный рот этого казино, блядь! И также еще возникают вопросики к матричному стабилизатору. Он, конечно же, у камер Sony, теперь у современных у всех есть, он заявлен, он там присутствует, он, возможно, даже работает. Я на полнокадровых, по крайней мере, Соньках какого-то особо ощутимого воздействия от этого самого стабилизатора не заметил. Вот берешь ты, допустим, да, на микре какую-то камеру стабилизированную, Olympus какую-нибудь единичку, и ты можешь там секунду с рук сделать условно, да, там, ну или какую-то супер длинную выдержку спокойно с рук сделать и не париться, ты прям уверен, что у тебя всегда будет все нормально, стабильно, без каких-то смазов. На Sony, на полнокадровых, такой уверенности абсолютно нет, и я вот сколько на разных камерах не пробовал, у меня все равно там уже на 1.60 бывали иногда смазы, хотя, казалось бы, вроде выдержка такая, ну, типа, смехотворная. Все-таки полнокадровый сенсор. Компания впихнула в APS-C такой байонет, который, мне кажется, изначально все-таки не продумывался под то, что туда будут полнокадровую матрицу вставлять. И ему там особо, ну, вот ему стабилизатору разгуляться-то негде, и поэтому у меня возникают некоторые, да, вот вопросы, сколько они там ИВ стабилизации, компенсации вот этой заявляют, с реальностью, насколько это все соотносимо. Меню у всех Sony очень большое, ветвистое, путанное и с огромным количеством нелепых сокращений. Причем там такие сокращения бывают, что ты даже не можешь понять вообще, что это за пункт, пока не прочитаешь какой-нибудь гайд или не посмотришь в интернете, что это вообще означает. И это касается, кстати говоря, не только русскоязычного меню, потому что, ну да, там в русском языке, может быть, слова длинные какие-то или сложно перевести, поэтому там появляются сокращения. Нифига. Ты переключаешься на английский язык, где короткие, емкие, да, казалось бы, слова, ни хрена там тоже дофигища странных сокращений, и до сих пор, кстати, у всех камер там очень много сокращений у Sony. И когда пару лет у меня основной камерой была Sony A7 Mark III, тогда у меня появилось, в общем-то, тоже желание некоторое сделать гайд, наверное, для людей, которые тоже претерпевают, о том, как пользоваться этим меню, что там какой пункт делает и так далее, ну, чтобы там не блуждали люди просто так. Ну, потом я посмотрел, что на Ютубе, оказывается, есть огромное количество, то есть, видимо, не я один такой был страдалец, огромное количество гайдов, как разобраться в меню Sony, и просто забил на это. Ну, и, конечно, Sony не дураки, они тоже понимали эту трудность, и поэтому, начиная с модели A7S III, там уже обновилось меню, оно стало гораздо удобнее, гораздо понятнее, в нем все еще
трудновато ориентироваться, но оно, по крайней мере, такое, что в нем и серфить, и понимать, что, какой пункт за что отвечает, стало проще. Ну и справедливости ради стоит также отметить, что в меню ты все-таки зайдешь, наверное, вот так прям глубинно туда полезешь, только в первый день после приобретения камеры, чтобы ее как-то под себя настроить. А дальше ты увидишь, насколько камеры Sony хорошо кастомизируются, потому что практически любые клавиши, которые там есть, любые кнопочки, любые крутилочки, рычажки можно очень так обильно всячески перенастраивать, все что угодно туда можно переназначать. И ты в итоге сделаешь так, чтобы у тебя на всех кнопках, которые там есть, был быстрый доступ к самым важным функциям, к которым тебе нужно будет обращаться, просто быстро жмякнув на кнопочку, чтобы избежать вот этого муторного похода в меню. У ранних моделей Sony полнокадровых и у почти что всех камер 6000 серии очень дохленький аккумулятор. Он действительно и не емкий, и не энергоэффективный, и вообще такое себе. Ну, на 6000 там только нормальный аккумулятор в 6600 и в 6700 моделях стоит, самых последних топовых. Ну а в полнокадровых камерах впервые нормальный аккумулятор появился в Sony A9, которая, ну, видимо, прям очень знаковая, я слишком уж часто ее упоминаю, но она прям солидно перевернула представление о Sony. Практически на всех актуальных камерах, которые сейчас существуют на рынке, у Sony стоит хороший, емкий, живучий аккумулятор NP-FZ100. Его хватает совершенно спокойно на какую-нибудь съемку. Можно сделать и 1000 кадров на него без особых проблем. В то время как на старые аккумуляторы, которые там были установлены, ну, опять же, стоит учитывать, что было и железо там не такое энергоэффективное, и процессоры были с другими техпроцессами, собственно. Там, в общем, ты мог сделать, кадров 300, наверное, где-то с аккумулятора. Это довольно мало. Ну и нельзя, конечно, не сказать несколько слов о автоматическом балансе белого, о достаточно неровном Color Science, который присутствует у камер Sony. Причем сразу отмечу, что цвет на камерах ранних из нулевых, например, на той же Sony R1, был просто отличный, прямо-таки чудесный, мне он очень нравится до сих пор. И дальше на кропнутых камерах, зеркалочках с CCD-матрицами просто чудесный цвет на той же A100, например. Ну и на последующих тоже цвет реально там был хороший. Но вот где-то на рубеже десятилетий что-то непонятное там случилось. Я не знаю, может у них там какой-то саботажник затесался. Но, по крайней мере, я могу сказать, что начиная с серии NEX и на E-байонете, в общем-то, цвет стал почему-то катастрофически хуёвый. Там стали какие-то чрезмерно пережаренные цвета, кислотное небо, очень неприятная какая-то ядреная зелень, маджента при этом еще вылезает там, где ты ее совершенно не ждешь увидеть. Это я, конечно же, говорю про то, как обстоят дела в RAW при автоматических настройках. У камеры в JPEG я не снимаю, я же не сумасшедший. И камеры Sony много лет грешили такими серьезными промахами в автоматическом балансе белого, в холодную сторону, в холодные тона куда-то уводили. Очень часто просто перехолаживали там на несколько тысяч кельвинов, прям проебывались. Я не понимаю, с чем это было связано, потому что у даже более древних камер с балансом белого было все нормально. Благо, как раз-таки RAW очень гибкие у камер Sony, и их можно потом совершенно спокойно на постобработке настроить по своему вкусу, как вам угодно. Ну и у камер Sony, конечно же, одни из самых лучших матриц по, в принципе, динамическому диапазону, потому что у всех актуальных моделей сейчас там не менее 15 стопов динамического диапазона присутствует. Ну и файлы там, понятное дело, настолько жирные и изобилующие информацией, что ты можешь совершенно спокойно на расслабоне этот RAW очень радикально как-то редактировать, и при этом у тебя не полезут какие-то артефакты, и картинка не начнет рассыпаться, поэтому поправить какие-то ошибки автоматики камеры там очень просто. Ну и я думаю, что ни для кого не секрет, что матрицы Sony, понятно, что со своим программным обеспечением отдельным, используют куча других производителей. Практически во всех актуальных камерах у таких производителей, как Fujifilm, Pentax, Nikon, Panasonic, Olympus, Leica стоят матрицы Sony. И у Hasselblad еще тоже, в общем-то, стоит такая же матрица соневская, как у Fuji на среднем формате. Но это говорит о том, что они настолько круто делают матрицы, что у них просто нет конкурентов. Я, конечно,
против подобной монополизации. Хотелось бы, чтобы была какая-то конкуренция, но, с другой стороны, как обычный пользователь, а не какой-нибудь там активист, я, в общем-то, при этом хочу, чтобы у меня во всех камерах, которые я бы брал в руки, была хорошая, чистая от шумов картинка и при этом гибкая, которую можно очень вольготно как-то настраивать по своему усмотрению. А цвет со временем у них все-таки меняется в лучшую сторону, немножечко тоже от камеры к камере эволюционирует, и он уже вполне себе приятный на Sony A7 Mark III. В A7 Mark IV уже прям вообще близкий к прям такому, который можно сказать хороший, прям молодцы. В общем-то, там ребята над Color Science тоже работают, стараются, и, в общем-то, на данный момент все не так уж и плохо, как раньше было. Опять же, если говорим о ранних моделях, то автофокус там практически никакущий. Он медленный, тупой и допускает промахи. Алгоритмы фокусировки у какой-нибудь Sony Альфа 7 первой или у RX1R настолько херовые, что там они просто вызывают у тебя прям душевную боль. И на всех вот этих ранних камерах, в которых уже на самом деле фазовые датчики даже на матрицу внедрены, типа Nex 6 там, и так далее, вот этого времени 12, 13, там, вплоть до, наверное, 17 года, у всех камер был так себе автофокус, он не абсолютно ужасен, то есть он довольно жалкий, но фокусировка автоматическая у тех камер, конечно, выкидывала знатные фортеля, то есть у тебя она могла отметить, что попало, все зелененьким подсветить, но при этом на самом деле не попасть. Это к примеру, да. При этом, допустим, у тебя наступали какие-то ранние сумерки, не темно еще, не ночь, просто чуть-чуть потемнее стало, солнце там где-то на закате. Все, камеры у тебя практически эти говорят, все, наши полномочия здесь закончились, ну это прям было стрёмно. Ну и, конечно, инженеры и там программисты, которые в стенах Sony находятся, они не сидели сложа руки и понимали, что надо что-то с этим делать, потому что несерьезно, камера у тебя с охуенной матрицей, красиво, там, да, все у нее с точки зрения шумов и динамического диапазона, но при этом у тебя нет фокусировки, что как бы немножечко делает тебя смешным. Ну и опять же, начиная с Sony A9, там у системы фокусировки было уже огромное количество точек фокуса, они прекрасно все ловили, у нас появилось отличное слежение по глазам и лицам, в принципе оно и раньше было, просто оно было косячное и мажущее, а начиная с Альфа 9, просто прекрасный следящий автофокус, вообще никаких вопросов не вызывающий. У всех камер, начиная с 2017 года, у Sony с фокусом все замечательно, просто прекрасно. И фокус при этом не умирает в каких-то маломальски сложных условиях. Я вообще снимал почти что в кромешной темноте на ISO 6400, и автофокус нормально находил там глаза и их сопровождал. Это был следящий фокус, а не сингл. Ну, если сравнивать и как-то немножко анализировать рыночек, то даже какого-то такого поверхностного беглого взгляда достаточно, чтобы увидеть, что объективы от Sony такого же уровня, да, как у их конкурентов, они немножечко дороже. Особенности их серия G-Master. Они, чуть-чуть, но подороже. И ладно бы только с буковкой G объективы стоили как-то, да, так дорого все-таки. Люди, которые могут себе их позволить, они там копеек не считают, это бог с ним. Но у Sony и даже низкого сегмента какие-то объективы почему-то неоправданно дорого стоят. Я не очень понимаю, почему. И, например, у меня вот обзор был на их полтинник 51.8, самый обычный, самый простейший, пластиковый, с дерьмовой картинкой достаточно, вообще никудышный, и фокус у него так себе. В общем, супер дешманское говностекло, которое, красная цена ему там, 10 тысяч рублей. Он почему-то стоит 30-ку. Это прямо загадка для меня. И этот недостаток все-таки тоже нивелируется здесь тем, что байонет Sony E, он достаточно открытый, и Сонька никаких серьезных препятствий не чинит другим третьим, да, там, производителям, сторонним производителям, которые будут делать оптику для них, что немало способствует их экспансии на фоторынке, потому что, при выходе первой Альфа 7 в 2013 году на полный кадр у Sony было своих только родных 3 объектива, все. А дальше, когда китайцы там всякие, корейцы прочухали, что вообще-то байонет-то все-таки довольно-таки открытый, никто вам там палки в колеса не ставит, и на него можно выпускать оптику, и в принципе камеры эти хорошо продаются, значит, это отличное непаханное поле, и туда все кинулись.
Тут тебе и Самьянги, и Вилтрексы, и Хуилтрексы, и все на свете, короче. Все ребята туда ворвались. И в большинстве случаев при этом это еще и замечательно работающие автофокусные объективы все-таки, а не один только какой-то мануальный шлак. Так что сегодня, спустя 10 лет, пожалуй, что байонет Sony E это один из самых таких богатых, самых изобильных по количеству оптики и развитых вообще систем, которые сейчас существуют. Здесь есть объективы на любой вкус, на любой кошелек, и если ты имеешь камеру Sony, то ты, в принципе, без проблем найдешь себе объектив, который вот по соотношению цена-качество будет тебя устраивать. Ну что ж, это, пожалуй, самые яркие, да, такие плюсы и минусы, которые я для себя отмечаю у камер Sony, которые я хотел бы в этом ролике подсветить. Если я тут что-то не сказал, может быть, я где-то там оговорился или что-то неправильно сказал, можете меня также поправить. Пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете, дополняйте мои мысли по этому поводу. Ну и также пишите, что думаете, собственно, вот про такой формат. Интересно ли вам про другие какие-то системы, про другие камеры, про других производителей увидеть что-то подобное, вроде вот этого ролика. И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылочка в описании присутствует. Я желаю всем хороших снимков и до новых встреч, пока!